Привет! Это программа «Донбасс. Будущее». С вами Андрей Дегтяренко. В каждом выпуске мы говорим о самых сложных и важных вопросах, связанных с мирным процессом и реинтеграцией отдельных районов на востоке Украины. Сегодня будем разбираться, что происходит с квартирами и домами на неподконтрольной территории, сохранность, правила купли-продажи недвижимости, риски и подводные камни. Смотрите сегодня в выпуске. Можно ли продать квартиру в Ордло без посещения оккупированных территорий? До середины апреля 2020 года там ужесточили требования. На самом деле там в шоке абсолютно все и продавцы, и покупатели, и даже риэлторы, у которых там уже закон даже принят. Что происходит с рынком недвижимости в Донецке и Луганске в 2021 году? От тех цен, которые были до военной, это 2012-2013 год, нужно поделить на 4, отнять 20%. Это вот будет рыночная цена недвижимости в Донецке сейчас. Рынок недвижимости на неподконтрольных территориях потерпел крах с началом войны в 2014-м. Для тех, кто продолжает жить в Донецке и Луганске и переезжать не собирается, это, конечно, создает определенный дискомфорт. Но для переселенцев ситуация попросту критическая. Жилья на новом месте нет, а свою квартиру или дом продать можно лишь за копейки. Что сейчас происходит с ценами в Донецке? Смотрите в нашем первом материале. Продать недвижимость в Донецке долго, хлопотно и дешево. Но если вы можете поехать на неподконтрольную территорию, то реально. Цены обвалились с началом боевых действий в 2014-м, и говорить о какой-то стабилизации не приходится. Коронавирус также повлиял на стоимость квадратных метров, но не так значительно, как война и неопределенность. То, что касается цен. В связи с тем, что вот такие вот события происходят постоянно, то есть меняются правила игры, меняются, людям с каждым разом все сложнее это сделать, разумеется, цены продолжают падать. Даже те дончане, которые все эти 7 лет не выставляли на продажу свое жилье в надежде на мирное урегулирование, сейчас, опасаясь еще большего закручивания гаек, хотя куда уже больше, озаботились вопросами продажи и стоимости. Вот как нынешние цены описывают местные блогеры и риэлторы, которые ведут свои каналы на Ютубе. Скажите, сейчас как по ценам квартиры? Цены стабилизировались. От тех цен, которые были до военной, это 2012-2013 год, нужно поделить на 4, отнять 20%. Это вот будет рыночная цена недвижимости в Донецке сейчас. Изначально в городе недвижимость пользуется спросом только в центральных районах города. И, соответственно, цена будет выше, чем на окраинах. К примеру, в Ворошиловском районе трехкомнатная квартира с таким ремонтом 2005-2007 года вы сможете купить порядка 35 тысяч долларов. Но трехкомнатная в Ворошиловском районе – это, считай, элитка. А вот совсем недавно риэлтор делает обзор двухкомнатной квартиры в Калининском районе, недалеко от ледовой арены «Дружба». В общем, я думаю, старт для нее 15 тысяч – это нормальная цена. В довоенное время двушка в таком районе стоила от 40 до 50 тысяч долларов. Первичного рынка в Донецке нет. По городу довольно много замороженных недостроев. Вряд ли работы здесь в обозримом будущем будут восстановлены, а дома введены в эксплуатацию. Для поиска или продажи недвижимости местные жители пользуются в основном сообществами в соцсетях, причем весьма активно, или сайтом OLX. Цены на однушки на этом сайте стартуют от 3000 долларов в отдаленных районах, в среднем 7-15 тысяч. Двушки в районе 10-20 тысяч долларов. Введенные в эксплуатацию незадолго до начала войны здания более-менее в цене. Рынок жилой недвижимости выживает благодаря внутреннему спросу, но и он довольно слабый, ведь средние зарплаты от 7 до 15 тысяч рублей в месяц, и купить жилье могут позволить себе немногие. Покупают в основном люди, которые не могут или не хотят покидать оккупированные территории, чье собственное жилье было разрушено в ходе обстрелов. Либо те, кто хочет перебраться с окраин в центр, или из других городов Янакиева, Ясиноватой, Горловки. Измерение цены жилой недвижимости в квадратных метрах не актуально из-за того, что есть большое количество факторов, оказывающих влияние на конечную стоимость. Состояние квартиры, подъезда, коммуникаций, ну и, разумеется, отдаленность от обстреливаемых районов. Люди боятся возобновления военной активности и поэтому рассматривают только районы более-менее вне зоны боевых действий.
Интересно, что происходит по ту сторону линии разграничения? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. Если вы продали свою недвижимость в Донецке или Луганске, особенно недавно, пишите в комментариях, что было самым сложным. Если только хотите продать, пишите, какие вопросы вас интересуют больше всего. А дальше будет больше. Из Донецка сразу отправляемся в Луганск. Ситуация там в целом существенно не отличается, за исключением того, что и до войны цены были гораздо дешевле. Смотрим. Продать или купить недвижимость в Луганске с каждым годом становится проблематичнее. По рассказам местных и риэлторов, очередь в БТИ, Бюро технической инвентаризации, может растянуться на полгода. Часть документов потеряна или изъята в связи с переездом БТИ из старого здания. Теперь регистрация недвижимости, получение техпаспортов проходит на Советской. В соцсетях постоянно пишут, что, чтобы переоформить жилье для последующей продажи, придется бегать по всем инстанциям не менее года. Для переоформления все документы должны быть переведены на русский язык. В некоторых случаях, как говорят луганчане, которые продавали свое имущество в последнее время, спрашивают о наличии паспорта и ИНН ЛНР. Хуже дела в городе с теми зданиями, которые остались без собственников. Это в основном коммерческая недвижимость, собственником которой группировка ЛНР запретила въезд. Эти здания перешли на баланс так называемого ГП «Центральный рынок». Они, в свою очередь, сдают в аренду эти помещения, но не тратятся на их содержание, из-за чего здания приобретают с каждым годом все более обветшалый вид. Арендаторы тоже особо не хотят вкладываться в ремонт, так как ситуация непонятная. Продать эти здания невозможно. Те, кто сталкивались с приобретением недвижимости, рассказывают, что при покупке квартиры, в которой давно никто не живет, в придачу можно получить долги за коммуналку с 2014 года. Обращение к нотариусу тоже занимает массу времени, так как этим занимаются нотариусы, зарегистрированные оккупационной властью ЛНР. Они работают пару дней в неделю, очередь к ним занимают с 6 утра. Порядок цен в Луганске еще ниже, чем в оккупированном Донецке. За однушку от 5 до 10 тысяч долларов двухкомнатная средняя квартира чуть поодаль от центра будет стоить не более 10-12 тысяч долларов. Но есть и другие проблемы, связанные с оставленным на неподконтрольном Донбассе жильем. На условиях анонимности нам удалось поговорить с переселенцем из Донецка. Он уехал из города в 2014-м, оставив жилье на неподконтрольной территории, но до сих пор оплачивает коммуналку, опасаясь, что жилье могут отобрать. Все эти годы мы оплачивали коммуналку за эти квартиры по двум причинам. Первая причина – это опасение, что если мы не будем платить, то эти квартиры отожмут, учитывая, что там никто не проживает. А вторая причина, почему мы платим коммуналку, связана с первой, чтобы эти квартиры все-таки остались в нашей собственности, поскольку не умирает надежда, что в обозримом будущем Донецк вернется под контроль Украины, и мы сможем вернуться в свое жилье. Если же мы все-таки решим продать эти квартиры, сразу возникает несколько вопросов. Главный вопрос, наверное, даже если кто-то из нас сможет туда поехать, физически присутствовать в Донецке, нужно ли переоформлять документы на эти квартиры, с украинских на тамошние, какие-то ДНРовские. Как вообще происходит эта процедура, через какие структуры. То есть самые такие базовые бюрократические моменты как раз и вызывают главные вопросы. Но еще вопрос, как определить нынешнюю ценность этих квартир, их стоимость. Потому что в любом случае надо физически присутствовать там, чтобы продать квартиру кому-то из нас. А в связи с разными обстоятельствами, связанными с нашей профессиональной деятельностью, моей, членов моей семьи и по ряду других причин, нам там небезопасно находиться и вообще въезжать на эту территорию. Поэтому, собственно, тут у нас патовая ситуация происходит. Пандемия, карантин и введенные ограничения на КПВВ – все это крайне усложнило подготовку к продаже жилья на оккупированной территории. Но сразу же за закрытием своих так называемых границ группировки сделали еще одно нововведение, и коснулось оно продажи жилья.
Что произошло, мы разбирались вместе с генеральной директоркой группы компаний КДУ Realty Group Еленой Маленковой. Как менялись правила продажи? Можно ли продать квартиру физически, не находясь в Донецке и Луганске? Какие документы для этого нужны? Обо всем этом расскажем прямо сейчас. Правила продажи недвижимости на территории подконтрольной группировки ДНР с начала войны менялись уже несколько раз в сторону ужесточения. Сначала сделки вообще можно было заключать на подконтрольной территории. Потом в Луганске с 2016, а в Донецке с 2017 года группировки ЛНР и ДНР перестали признавать все сделки, совершенные за пределами так называемых республик. С этого момента сделка должна быть оформлена только так называемыми республиканскими нотариусами и по их так называемым законам. Все сделки, заключенные после 11 мая 2014 года и до 31 декабря 2016 года, требовали легализовать через межведомственную комиссию по легализации документов. Но по нотариальной доверенности оформить куплю-продажу было еще возможно. Таким образом, сделки стали происходить на территории неподконтрольной. Здесь давались, в основном это были наши нотариусы, донецкие и луганские, которые давали доверенности для того, чтобы можно было купить или продать на той территории квартиру. И какое-то время это было, можно сказать, что до середины апреля 2020 года. То есть по украинским доверенностям можно было делать сделки на той территории. Опять же, понятное дело, что это такое на грани фола, да, то есть это не совсем в правовом поле, но другого шанса у людей вытащить свои деньги с той территории не было. В таком формате все работало до 2020 года. Когда начался COVID, были закрыты КПВВ, а ДНР и ЛНР решили еще больше усложнить процесс продажи. Если до середины апреля, но они там официально считают до 1 мая, можно было хотя бы по украинским доверенностям сделать документы, дублирующие документы по, в лапках, да, ДНРовским законам, и там продать квартиру. Причем при этом изымались как первичные документы украинские, то есть они для них были первичными документами, и кроме этого они выстраивали параллельно, делали перерегистрацию на ДНР. И таким образом нотариус, который проводил сделку там, он изымал оба комплекта документов. То с середины апреля 2020 года там ужесточили требования, на самом деле там в шоке абсолютно все продавцы, и покупатели, и даже риэлторы, у которых там уже закон даже принят, о том, что наши люди не имеют теперь права по украинским законам там продавать. Теперь в Донецке не признают даже украинские нотариальные документы о доверенности на представительство интересов. Нужно делать только так называемые республиканские. В Луганске ситуация немного лучше. Они признают свои и российские. И если у квартиры или дома несколько собственников, например, муж, жена и совершеннолетний ребенок, документы оформляют на кого-то одного. Для этого всем в оккупированный Луганск можно не ехать, но придется побывать в России. Это делается с одной единственной целью, с давлением на трехстороннюю контактную группу. Только для этой цели, потому что когда риэлторы, у меня есть такая информация, что риэлторы с началом локдауна ходили к министру юстиции группировки ДНР, и начали говорить, что мы же теряем деньги, мы же, вы же понимаете, что министерство недополучает доходов и так далее. На что им сказали, это не наши условия. И тогда риэлторы говорят, нам что, в Москву звонить? Они сказали, вы сами ответили на свои вопросы. Также всех членов семьи, кроме того, кто будет заниматься продажей, выписывают из квартиры. Одному продающему стоит сохранить прописку до момента заключения договора, чтобы не переплачивать. Потому что продавец, прописанный на неподконтрольной территории, должен заплатить 5% от оценочной стоимости в казну ДНР. А если вы там не прописаны, то платить придется в 2 раза больше – 10%. По словам Елены, есть шанс решить вопрос с несколькими собственниками и для донецких. Если, допустим, есть несколько собственников, наверное, можно попросить нотариуса, например, если 2 собственников приехали, а 3 не может ехать по каким-то причинам, то можно, наверное, попробовать сделать украинскую доверенность на часть имущества. Но это такое на усмотрение, знаете, такой четкой позиции нет, кто-то на это идет, кто-то нет. Коррупционная, я хочу сказать, что очень многие пытались решить вопрос коррупционной составляющей. Тут есть, знаете, какой момент.
ну, как сказали мне, опять же, не знаю, насколько это достоверно, но как говорят, да, из достоверных источников, якобы они проводят рандомные проверки. Ну, то есть они могут просто приехать к любому нотариусу, рандомно проверить и сверить доверенности с пересечением границ. И поэтому нотариусы очень боятся это делать. Если все вопросы с правом собственности и выписками вы решили и добрались все-таки в Донецк или Луганск, дальше алгоритм следующий. Оформить технический паспорт на недвижимость. Для этого вы обращаетесь в единый регистрационный центр, если он есть в вашем городе, или БТИ. Квитанция за это стоит около 900 рублей, около 300 гривен. А за сам техпаспорт вы отдадите примерно 1300-1500 рублей, 480-550 гривен. Это в среднем за двухкомнатную квартиру. Вы должны предъявить оригиналы и копии документов, украинского техпаспорта, правоустанавливающего, своего паспорта и справки ИНН. Техпаспорт будет действителен 1 год. Пока оформляется техпаспорт, в вашу квартиру придет техник сверять планировку. Если были перепланировки, техпаспорт обойдется дороже. Также нужно оформить вашу недвижимость в так называемом реестре республики. В том же БТИ или ЕРЦ вам выдадут новый документ о праве собственности уже на бланке группировки ДНР. Следующий шаг – провести оценку рыночной стоимости квартиры. Стоит около 2000 рублей, 750 гривен. Можно найти хорошего риэлтора, который возьмет на себя весь ворох проблем. Они берут за услуги порядка 1000–1500 долларов. В среднем оформление документов для продажи в Донецке занимает около 4 месяцев, а в Луганске дольше. Уже когда появится покупатель и стороны договорятся о сделке, на этом этапе нужно будет сделать информационную справку по запросу нотариуса. Она стоит 250 рублей. После этого заключают саму сделку купли-продажи. Еще одна проблема. А как вывести деньги с продажи жилья? Нужно учесть, что существуют ограничения на провоз наличных через КПВВ. Причем в России, ЛНР, ДНР и подконтрольной территории Украины суммы различаются. По украинскому законодательству провести с неподконтрольных территорий можно не более 50 тысяч гривен, а ввести не более чем 20 тысяч гривен. Тут тоже два варианта. Есть такие там люди, которые взаимозачетом деньги забирают. Ну, то есть, допустим, они ведут там какую-то деятельность, ты отдаешь им сумму, которую там получил, вот, и здесь у тебя взаимозачетом отдают там на подконтрольной территории. Вот, либо ты ее вывозишь. Как вывозить, честно говоря, я бы не рискнула, по одной простой причине. Потому что, например, когда ты выезжаешь со стороны ДНР, то без проблем ты можешь показать бланк договора местного, да, о том, что ты продал квартиру, у тебя легальные деньги. Но если ты въезжаешь, например, на территорию Украины, как ты покажешь этот документ, да, то есть откуда у тебя деньги? То есть ты продал, условно говоря, ты нарушил закон, ты продал квартиру по условиям несуществующего государства, да, непризнанной республики. То есть тут такое, мы находимся в таком, коллапсе правовом, что мы не знаем, как нам поступать, да. Представим, что в Донецке или Луганске дело сделано, но за пределами так называемых республик легитимность сделки купли-продажи по законам ЛНР, ДНР будет ничтожной. И чтобы окончательно оформить имущество на себя, покупателю нужно искать на подконтрольной территории украинского риэлтора, просить уже бывшего владельца квартиры или дома написать генеральную доверенность и уже через суд восстанавливать документы как утраченные. Но, по словам риэлторов, сейчас из-за дополнительных финансовых затрат и времени мало кто из новых владельцев это делает. Что будет с этими сделками в случае возвращения этих территорий под контроль Украины? Урегулированы ли эти вопросы на данный момент в новом законе о переходном периоде? Об этом мы говорили с юристкой из Донецка, представительницей отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта от Украины Татьяной Ивановой. Розуміння в цьому законі, що буде з нерухомостю на непідконтрольній території, чітке, воно визначено. І в цьому законопроєкті визначено наступне, що якщо ця нерухомість, по ній були якісь угоди, договори, а можливо і не угоди, договори, а вона іншим чином змінювала власника, наприклад, була конфіскація, або відміна приватизації, наприклад, чи будь-що інше. І це було зроблено окупованими адміністраціями, окупованими властями, або ті, які залежні від цих властей, вони визнаються
недійсними, і взагалі більша частина, які от окупованими властями, вони визнаються, окупованою владою, вони визнаються нікчемними. Що стосується фізичних і юридичних осіб, то там також дуже чітко визначено в цьому законопроєкті, що якщо такі угоди здійснювалися після 2014 року, після 20 лютого 2014 року на підконтрольній території, то такі угоди будуть визнані дійсними. Якщо вони здійснювалися на непідконтрольній території, то такі угоди також будуть визнані недійсними. Тобто всі угоди, договори, інші форми переходу права власності на іншого власника по нерухомості, в тому числі і по землі, якщо вони здійснені на неокупованій території, вони будуть визнані або нікчемними, або недійсними. Так, вони будуть визнані недійсними. Якщо вони не відбувалися на підконтрольній Україні території, вони будуть визнані недійсними. Здебільшого такі угоди здійснюють люди, які зараз проживають на цих окупованих територіях. Вони там, може для дітей, які вже підросли за ці 7 років і хочуть мати власне житло. Хтось приїжджає в більш великі місця, там, наприклад, з сільської місцевості або з більш депресивних міст, і придбав собі нерухомість, знову ж таки на непідконтрольній території. Отут є дуже великий ризик, і люди, які там проживають, вони мають знати, що вони дуже ризикують зараз своїми коштами, не оформлюючи таку угоду на непідконтрольній території. І це може бути наслідком, що вони з цієї нерухомості або землі будуть позбавлені, нерухомого майна, землі або будівель будуть позбавлені, і їм ніхто не поверне кошти, оскільки навряд чи вони зможуть довести, що ці угоди мали такий двосторонній характер, що кошти були передані, оскільки підтверджуючих документів будь-яких, які може визнати належними як документами держава Україна, в них на руках не буде. І тому вони мають розуміти, що вони несуть великі, дуже великі ризики. Люди, які там зараз отримують житло за будь-якими договорами, угодами. Тут механізм може бути один. Тільки якщо продавець підтвердить свою добру волю, такі договори можна буде в судовому порядку визнавати потім дійсними переход права власності. Іншого я не бачу. Оскільки якщо зробити якийсь механізм, який буде загальний, то підтвердити, чи була там добра воля, чи не була, чи дійсно людина отримала кошти, чи її там під примусом заставили підписати якісь документи про отримання цих коштів. Ми ж не знаємо, чи дійсно там відбулася така угода, чи людина отримала ці кошти, чи, можливо, просто людину заставили підписати, а такі випадки також бувають. Вот таким был наш выпуск. Если он вам понравился, нажмите лайк, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Пишите в комментариях, понравилась ли вам эта тема выпуска, какие еще вопросы, связанные с продажей недвижимости на неподконтрольной территории, волнуют именно вас. Предлагайте темы для новых выпусков и не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся.